Хай-хай, поклонники Тэхёна! Снова добро пожаловать на канал BTS Army. Канал, созданный не для всех, а исключительно для тех, кто готов быть потрясен, выбит из зоны комфорта и открыть глаза на истинную силу Ким Тэхёна. Перестаньте листать прямо сейчас, потому что то, что вы увидите, это не сплетни и не дешевая драматизация, а факты, данные и глобальное влияние, от которых мир замирает, испытывает зависть и больше не может отрицать очевидное. Сегодня мы поговорим о теме, которая делает многих неудобно напряженными, и именно поэтому вы обязаны досмотреть это видео до конца. Прежде чем мы продолжим, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал BTS Army и включите колокольчик уведомлений, потому что только те, кто активировал колокольчик, становятся первыми в мире, кто узнает о каждом шаге Ким Тэхёна. И еще один важный момент. Напишите в комментариях, из какой страны вы смотрите и кто оставил комментарий первым сегодня, потому что на канале BTS Army ваш первый комментарий — это доказательство того, что вы стали частью истории. А теперь вдохните, сфокусируйтесь, потому что после этого ваше восприятие Ким Тэхёна уже никогда не будет прежним. Декабрь 2025 года стал моментом, когда три айдола кей-поп, которых когда-то недооценивали глобальные финансовые элиты, официально были зафиксированы как самые молодые богатые акционеры на фондовом рынке, встав в один ряд с наследниками технологических конгломератов и бизнес-династий Азии. Мир все еще может спорить о том, является ли кей-поп всего лишь развлечением, но данные говорят без эмоций, и именно это злит больше всего. К концу декабря 2025 года официальный отчет Корпоративного исследовательского института раскрыл трудноприемлемый факт. Ви, Ким Тэхён, занял 17-е место среди индивидуальных акционеров в Корее, Чимин — 28-е место, а Чонгук — 23-е место по объему владения акциями. BTS больше не просто мировые звезды, они реальная финансовая сила. Это не дешевая вдохновляющая история, это сдвиг власти. По данным CEO Score Institute, южнокорейского аналитического центра, известного своим строгим и консервативным подходом, глубокий анализ был проведен 26 декабря 2025 года путем сравнения объема и стоимости индивидуальных пакетов акций в публичных компаниях за предыдущий и текущие годы. Результаты оказались шокирующими и спорными. Ким Тэхён, Чимин и Чонгук владеют акциями на сумму около 21,4 миллиарда вон, или примерно плюс-минус 15 миллионов долларов США на каждого. Они вошли в список 100 самых богатых акционеров младше 30 лет среди публичных компаний. Это не инфлюенсеры и не временные знаменитости. Это законные участники глобальной капиталистической системы. И именно здесь общество начинает раскалываться. Подарок, с усмешкой говорят некоторые, но реальность куда холоднее. В преддверии IPO Hype 2020 года председатель Бан Сих-йок равномерно распределил 478 695 обыкновенных акций между 7 участниками BTS. Это был не мгновенный бонус, а стратегическое решение, основанное на долгосрочном вкладе. Факт, который часто игнорируется. Ким Тэхён, Чимин и Чонгук не продали ни одной акции до декабря 2025 года, в то время как многие молодые акционеры ликвидировали активы ради мгновенного лайфстайла, они выбрали терпение, и сегодня это терпение превратилось в цифры, от которых молчат даже топ-менеджеры. Чтобы понять масштаб происходящего, достаточно сравнить его с вершиной пирамиды богатства Южной Кореи. Ли Джей Йон, председатель Samsung Electronics, находится на первом месте с акциями на сумму 23 359 триллионов вон. Сам Бан Сих-йок занимает 10-е место с активами примерно 4,2133 триллиона вон. Никто не приравнивает BTS к чеболям, но само их присутствие в одном списке — это символ смены эпохи. Молодые люди без наследства конгломератов теперь сидят за столом, который десятилетиями оставался закрытым, и именно это больше всего тревожит старую систему. Но эта история не заканчивается отчетами о капитале. Ким Тэхён демонстрирует
демонстрирует что-то гораздо более тревожное для традиционных индустрий – межсекторную силу. В февральском выпуске Vogue Japan 2026 года Тэхён отобразился на обложке, и рынок моментально отреагировал. На платформе Rakuten журнал занял первое место по продажам, и обычное и специальное издания были полностью раскуплены еще на этапе предзаказа. Это не случайность, это закономерность. Каждое появление Ким Тэхёна – это не просто эстетика, это экономическое движение. Почему это злит так многих? Потому что дело не в цифрах, а в том, кто именно ими владеет. Айдол, артист, парень из провинции Тэгу, человек, который сегодня влияет на фондовый рынок, медиаиндустрию и трансграничную розничную торговлю. Старая система привыкла к дорогим костюмам и закрытым переговорам, а не к лицам на обложках журналов. Ким Тэсён и BTS разрушили стереотип о том, что артисты всего лишь товар. Они доказали, что эмоциональное влияние может быть преобразовано в легитимную финансовую силу. Здесь нет преувеличений, нет манипуляций данными. Все основано на публичных данных о владении акциями, документации IPO Hype и японской розничной статистике. Но общественная реакция показывает что-то более глубокое – дискомфорт перед новой реальностью. Мир развлечений и мир финансов столкнулись, и Ким Тэхён оказался прямо в эпицентре этого столкновения. Они больше не часть системы, они доказательство того, что сама система меняет направление. И потому главный вопрос сегодня уже не в том, успешный ли BTS. Настоящий вопрос, на который многие боятся ответить: если айдолы могут стать элитными акционерами, двигателями рынка и символами глобальной силы, то кто на самом деле контролирует мир? Мы наблюдаем временную аномалию или начало новой эпохи, где культурная сила превосходит бизнес-родословные? Если вы досмотрели это видео до конца, одно ясно: вы не обычный зритель, вы настоящий поклонник Тэхёна, пришедший не за сенсациями, а за пониманием смысла, влияния и истинной силы Ким Тэхёна. И запомните, то, что вы увидели сегодня, еще не вершина. На канале BTS Army впереди более глубокий, более смелый и более потрясающий контент о сторонах Ким Тэхёна, о фактах, которые часто скрываются, и о моментах, которые снова заставят мир замолчать. Не уходите, оставайтесь подписанными, включите колокольчик уведомлений, потому что только те, кто остается здесь, станут свидетелями следующей части легенды, которая пишется прямо сейчас. И прежде чем уйти, напишите свое мнение в комментариях. Это не новости, это зеркало, и не все готовы увидеть в нем собственное отражение. До встречи в следующем контенте. Оставайтесь с каналом BTS Army, местом, где поклонники Ким Тэхёна со всего мира собираются вместе.